Россия, которая против войны, за мир во всем мире. Вот что такое русский мир, пожалуйста. Эстетика. Чем русский мир может отличаться от любого другого мира? Надо было по Вашингтону ударить. Мир среди граждан, сплоченность. Понятие «русский», мне кажется, он идет именно о русских истоках. Это же добро, это же русский человек, он же добрый. Мы за мир всегда были. И соблюдение традиций наших, русских традиций. Вот русский мир. Русский мир. Вот как вы считаете, что в себе несет русский мир и вообще что это выражение обозначает? Я ребенок войны, дорогие мои. Для меня мир это самое главное. А что вот несет вот русский мир? Что значит русский мир? Это же добро, это же русский человек, он же добрый, отзывчивый, я не знаю, милосердный. Вот что такое русский мир. Знаете, я вам скажу, в фильме «Поколение Пи» не смотрели? Посмотрите. Очень хороший фильм, там подробно разбирается эта тема. Вот что такое русский мир, пожалуйста. Чтобы понять, что такое русский мир, вам достаточно будет посмотреть. Вот сейчас вот. Молодые спрашивайте, мы свою прожили. Русский мир – это вообще придумано. Он может только принести фашизм. Значит, мир в России. И все, это обозначение, а что больше? Что в России хорошо живется. Мир. Мы за мир всегда были. Русский мир. Думаю, доброту, уют, тепло. Гостеприимство какое-то. Я так считаю. Душа моя, душа. Всю жизнь я прожил в Россию. Русский мир. Это слова такой русский мир. Что обозначает? Душа русская. Всех принимает сюда. Всех кормит, поет. А все равно недоволен. Русский народ я люблю. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, и вам. 120 лет без капитального ремонта, чтобы Россия всегда была на первом месте. Я поддерживаю Россию. Русский мир. Если честно, это выражение я ни разу не слышал, но из понятия «русский», мне кажется, он идет именно о русских истоках. Скорее всего, он идет оттуда. От того, как люди себя ведут, поведение их и, опять же, манера общения. Я не знаю. Русский мир. Как я это понимаю? Русский мир. Не знаю, Россия, которая против войны, за мир во всем мире. Я так считаю. Поддерживаю, да. Русский мир в целом, если по нашему мнению считать, это вся страна России в целом. А так в целом затрудняюсь ответить, честно. Не знаю, как это все выразить. Мир. А еще? Да я даже не знаю. Мир. Мир. Извините. Слышали такое выражение, как русский мир. Вот как вы считаете, что это обозначает и что в себе этот русский мир несет? Русский мир. Эстетика. Пример для остальных должен показать. Я так думаю. А в общем, у меня забита голова вот этим сейчас транспорт. Чуть аварию не сделали, не ударили меня. А так в основном моя фантазия такая. Русский мир. Я считаю, что это объединение народа и соблюдение традиций наших, русских традиций. Объединение во благо чего или зачем? Во благо стране, мира, процветания, для создания нашего же будущего, наших детей. Я затрудняюсь, если честно. Да. Русский мир? Даже не знаю, что сказать. Я не русский, поэтому сложно судить. Я не знаю, чем русский мир может отличаться от любого другого мира. У мира есть два понятия. Мир как, например,
Ты куда-то не туда уже. Ну, я философию. Ну, мир это как, вот мы живем в мире как, ну, то, что вокруг нас. Планета. Да, планета. А есть мир, когда, ну, все люди живут в мире, то есть в согласии, в дружбе. Как-то так, не знаю. Мы живем в мире, в согласии, в дружбе. Не совсем. Возможно, это какое-то обобщенное. Например, я россиянин. То есть я, например, не русский, но россиянин. И вот когда я, например, где-нибудь за границей, получается, и там уже не смотрят то, что я, например, черный или белый, а они меня все воспринимают за россиянина, за русского. Наверное, вот это и есть русский мир. То есть, А воспринимают только за границей или в России тоже? наверное, только за границей. Тогда у нас неправильный русский мир, не находите, если мы как-то делим людей по каким-то типам? Я считаю, что все мы под Богом, все мы равны. Вот. Все мы от Адама и Евы, нет плохой национальности, все люди равны. То есть у всех национальностей есть и хорошие, и плохие люди. Вот. Делить это 100% неправильно. И я думаю, что соседи не должны воевать. Ну, мир, Россия весь. Извините, а можно пойду? Просто опаздываю, там домой надо. Ну, доброту, любовь, уважение. Это и есть русский мир. Наверное, тремя словами все сказано. Но любовь, потом вера в Бога, вера в правоту народа. Это и есть русский мир. Некогда мне. Не мне говорить, что такое русский мир. Почему? Но мне очень нравится русский мир. Уже давно часть этого русского мира, нет? С рождения здесь вообще. Как думаете, что он в себе несет? Русский мир? Очень тяжело ответить на этот вопрос. Но я верю и надеюсь, что только хорошее. Вы, наверное, слышали выражение такое, как «русский мир». Вот как вы считаете, что это выражение обозначает и что в себе несет русский мир? Это сложный вопрос, очень долго объяснять и разговаривать на эту тему, по-моему. Может быть, коротко как-нибудь? А? Может быть, коротко у вас получится? Затрудняюсь. Я считаю, что это нормально вообще. В общем-то, выражение. Так что извините. Национальность, я думаю. Хотя наша страна многонациональная. Мир среди граждан. Сплоченность среди русскоязычного населения. И не только, повторюсь, мы многонациональные. Наверное, все-таки любовь, сплоченность, мир в нашей стране. Все, что вы перечислили, несет ли это для других стран то же самое? Несет, конечно, безусловно. Наша страна, она открыта. Мы любим все народы и очень хорошо относимся. Я сама только недавно получила гражданство, поэтому я из Беларуси, я всех люблю. Я люблю и Белоруссию, и Россию. Я рождена в СССР, и я одинаково отношусь к людям и вообще и к нациям. Вот русский мир. А менять его как-то надо, наш русский мир, или пусть все так и остается? Знаете что, Путин в чем виноват? Надо было по Вашингтону удар нанести, не по Киеву. Вот в чем виноват он. Русский мир это, ну, как-то сказать, очень хороший мир. Я так считаю. Я с русским вырос. Это очень, знаете, могучий язык. Просто надо в нынешней ситуации сплочаться всем. Вокруг чего? Вокруг ради кого? Ради мира. Русский несет всегда справедливость, мир. И никогда, вот как считают на Украине, что оккупация там это неправильно. Русский везде всегда носил с собой мир. Не, ну в смысле вот то, что вот приезжие, которые, да, там люди, например, из других стран, которые, ну, как бородатые такие, да, с усами все, вот они, ну, как сказать,
которые хорошо себя ведут, например, помогают всем, или то же самое, на такси ездят, развозят людей. Вот это вот люди очень адекватные, они очень хорошие, типа, они, пожалуйста, приезжают, зарабатывают деньги, потом их семье отсылают. А вот те люди, которые приезжают и начинают там в метро дебоширить, это вот таких вот людей надо презирать. Страны, ну, где больше присутствует именно славянские народности присутствуют, то что Польша, Украина, Беларусь, та же самая Чехия народы, какой-то народ Сербии, вот, ну, сербская. Ну и еще можно добавить еще само по себе страны бывшего СНГ, точнее нынешнего СНГ, но бывшего СССР, потому что где больше всего присутствует именно вот, наших сограждан. Вообще это международные отношения должны быть именно налажены, именно дипломатически между этими странами, потому что после развала уж, как говорится, все захотели жить по-своему, и как бы немного себя переругать, как я, по крайней мере, считаю. И то, что надо дипломатией обратно все это дело налаживать. Национализм в каждой стране присутствует, у каждого народа, но главное, чтобы он не переходил через все границы допущенного, сами как понимаете. То, что это больше приносит проблем, как я считаю.